Сегодня я пригласила Сонечку на обед, на котором мы будем отрабатывать, да, наши все уже полученные знания и уже превращать их в навык. Сонечка, мы сейчас с тобой пришли на обед, и по ходу мы будем оговаривать разные правила этикета, хорошо, которые нам понадобятся. Смотри, ну, во-первых, мы подходим к стулу, что мы сделаем? Либо нам официант его отодвигает, либо, как здесь, такой функции нет у официанта, поэтому его мы немножко вот так поворачиваем, чтобы зайти, садимся, опять ты помнишь, на край, и больше не пододвигаем никак, не ерзаем, то есть не делаем вот таких телодвижений, мы никак не создаем каких-то неприятных и громких звуков. Хорошо? Я села. У меня есть сумка, солнцезащитные очки, телефон. Что со всем этим делать? Как ты думаешь, куда мне это деть? Если есть... Сонь, спина ровная. Что делать с этим совсем? Вот так положить, окей? Это будет хорошо, если я вот так все оставлю? Нет? Куда это деть, как ты думаешь? Это все можно будет положить в сумку. Правильно, смотри, давай очки я тоже кладу в футляр и ложу в сумку. Окей, телефон. Что телефон? Сейчас все сидят, и у всех на столе телефоны. Даже если мы сейчас посмотрим, все с телефонами. Обратите внимание, на заднем столике то же самое. Как ты считаешь, это элегантно? Нет. Не элегантно. В каком случае мы можем оставить телефон на столе? В том случае, если мы предупредили всех сидящих, да, что, извините, у меня очень срочный звонок, я жду, мне позвонят, вы не против, если телефон останется на столе? Вот в этом случае мы можем его оставить. Хорошо? Все. Если нет, то мы просто прячем его в сумку, окей? Что делаем с сумкой? Что мы с ней делаем? Куда мы ее засунем, поставим, я не знаю. Как ты считаешь? Наверное, я не знаю, может быть... Ну, смотри, твой взгляд был абсолютно правильный. Куда ты посмотрела вначале? Ты посмотрела сюда, правильно? Смотри, Соня на самом деле, она интуитивно все абсолютно правильно говорит и знает. Просто не совсем уверена в своих ответах. Действительно, мы сумку либо можем поставить вот так назад. Мы же не забываем, мы же леди, мы сидим на краю стула, да? То есть у нас сзади есть место. Мы всегда сидим с красивой спиной, с красивой осанкой. Либо есть такие сумки, как, допустим, у меня, у которых предусмотрены ножки. И ее мы можем поставить рядом с нашим стулом. Сонечка, теперь как мы сидим, что делаем с нашими локтями? Ты сейчас сидишь вот так, скажи, это удобно, да? Да. Это удобно. Это эстетично выглядит? Посмотри на меня просто со стороны. Нет. Не очень эстетично. Давай сделаем так. Вы помните, что с детства нас всех учили, что не нужно класть локти на стол. В принципе, это не совсем правильное утверждение. Мы можем их класть на стол, но это должно быть красиво, изящно и элегантно. Причем я хочу заметить, что раньше даже дамы демонстрировали свое положение материальное, либо социальное, замужем, либо свободно, именно тем, что демонстрировали свои руки за столом и хвастались новыми обновками, допустим, да, какие кольца у них там есть. То есть можно общаться, и локти, в принципе, могут быть в таком положении. Но мы не заваливаемся на стол, мы не ложимся на него, там грудь тоже не кладем, какого бы размера она ни была. Но все-таки не забываем, что мы леди, хорошо? У нас в руках меню, мы открываем и смотрим, что бы мы хотели, да? И, в принципе, можем вот так вот взять в руки и рассматривать предложенные блюда. Ни в коем случае мы там вот так вот к себе не подносим, вот так не ложимся и тоже не читаем. То есть это не то положение, которое выглядит элегантно. Хочу сказать, что в принципе в этикете не существует слова «нельзя». Мы всегда опираемся на ту или иную ситуацию, действуем по обстоятельствам. Но все-таки давайте будем элегантными и эстетичными. Так, Сонь, ты определилась? Ты хочешь мясное, да, блюдо? Окей. А я вот буду семгу на гриле. Мы сделали свой выбор, и теперь пришло время позвать официанта. Как же мы будем это делать? Соня, как ты считаешь, как мы будем звать официанта? Если есть звонок для вызова... Нет, сейчас у нас звонка нет. Вот сейчас в этой ситуации что мы делаем? Можем, наверное, Ну вот поднять... они где-то там, вот они вдалеке стоят, на нас даже не смотрят. То есть уровень сервиса, да, сразу все поняли? Может быть, или подойти, или поднять руку. Нам нужно подойти и к ним, пойти и попросить подойти к нам? Что ты имеешь в виду? Наверное, поднять руку. Вот так будем махать им?
Эй, видно меня? Вы меня не видите, что ли? Не обращайте внимания, да? Смотрите, чтобы позвать официанта, достаточно просто одного движения, но нам лучше, конечно же, все-таки поймать его взгляд, да? Вот такое. Это движение элегантное, оно не предусматривает каких-либо криков, либо других звуков с нашей стороны. Хорошо? Так, вот подходит официант. Bakar mısınız? Merhabalar. Son, делай заказ. Bunu istiyorum. Bonfile dilimleri tamam. Izgara somon lütfen. Ну что, дорогие леди, вы обратили внимание, что Соня указала именно пальцем на то блюдо, которое выбрала, и я никак это не прокомментировала, потому что в нашей стране принято пальцем вообще не показывать ни на что, да, но в европейском этикете это допустимо. Мы не можем показывать пальцем лишь на людей. А в принципе на свой выбор мы можем показать. Вы даже можете в интернете посмотреть, как королевская семья иногда показывает друг другу что-либо именно с помощью своего пальца. Хочу обратить внимание, что сегодня у нас такой упрощенный вариант сервировки, да? И так как Соня заказала мясное блюдо, ей принесли нож для стейка. Вот он так выглядит. Для меня вот такой нож. По сути, здесь должен быть рыбный нож и рыбная вилка, но именно это заведение предлагает такой вариант. Мне принесли огуречный коктейль, а Соня заказала кока-колу. Хочу обратить внимание, что Соне предоставили как бы два варианта, да, и стакан принесли, и бутылку, потому что все предпочитают по-разному, но хочу отметить, что леди, чтобы всегда оставаться элегантной, даже если мы едим фастфуд, все-таки мы просим, чтобы нам принесли трубочку, вставляем ее в бутылку и пьем вот так вот. Это уже будет более элегантно, придерживая трубочку. Так, но тем не менее, смотри, тебе предлагается стакан, и в принципе, я думаю, будет уместно, если ты все-таки нальешь кока-колу в стакан. Давай. Немножко наклони стакан, чтобы не было пены. Да. Вот это вот, смотри, смотри, на меня смотри сбоку. Красиво? Элегантно? Ну даже если возьми, ну возьми гордо, шикарно. Посмотрела, все, убрала. Все делаем периферийно, мы не зацикливаемся на каждом движении, как будто я взяла вот, я вот так. И сконцентрировались только на этой трубочке, только лишь на телефоне, куда-то полезли. Нет, все, вот есть ты, и все остальное ты делаешь вот. Поняла? Там нож, вилка, мы с тобой общаемся, ты не думаешь, так, сейчас что ж я возьму? Так, вот нож, вот вилка, все, мы сели и ждем. Нет, мы так не делаем. Мы все, когда даже сейчас принесут, да, блюдо, ты со мной не перестаешь общаться. Помнишь, мы же говорили, что люди приходят вместе поужинать, пообедать, чтобы общаться. Все, мы взяли периферийно, мы делаем какие-то движения настолько отработанные, чтобы не задумываться над этим. Я кое-что заметила за тобой, и не только я, вообще все наши девочки, которые работают в Zayka Project, мне все пожаловались, что Соня с нами не здоровается, когда приходит. С чем это связано? Ты замечала вообще, что ты так делаешь? Не замечала? Нет. Наши девочки предположили, может, ты стесняешься, может, ты не хочешь со многими общаться, либо тебе не нравится туда к нам приходить. Вот такие эмоции у людей. Нет, я просто я уставшая прихожу, и у меня... Ты не замечала этого, Да. правильно? Ну вот, возможно, многие вообще не замечают, в особенности подростки, за собой вот именно вот такого изъяна. Это очень плохо. Почему? Потому что когда мы заходим в какое-либо помещение, да, мы же транслируем эту информацию, которая, смотри, негативная. Наши администраторы думали, либо ты их не любишь, то есть они тебе не нравится, возможно, наша Zayka Project, либо что-то вот, возможно, ты себя плохо чувствуешь, возможно, ты просто стесняешься, то есть смотри, сколько всего, а ты всего лишь напросто это не замечала, поняла? Обязательно, когда заходим, мы здороваемся, особенно в Турции очень развита светская беседа, это то, чего нет в русском языке практически. То есть
турки, когда приходят, они всегда желают сразу же здоровья, желают сразу же хорошей, легкой работы, хороших продаж. Вот эти все фразы ты обязана просто выучить, хорошо? Куда бы ты ни приходила, ты скажешь «Колай гельсен», да, когда мы заходим. То есть хорошей вам легкой работы. Это же как прекрасно, когда прийти и сразу так пожелать, сразу люди все очень благосклонно будут на вас смотреть. Элементарно, Сонь, можешь элементарно поздороваться даже и просто даже взглядом окинуть. Возможно, кто-то сейчас занят, разговаривает с другим клиентом, но ты со всеми поздоровалась, вот ты открыта, поняла? Не зажатая вот такая пришла, уставшая, все уставшие, кто не устает? Наши блюда пришли, давай мы будем с тобой общаться и периферийно действовать, хорошо? Давай, берем нож и вилку, да? Вот, крыльями не машем, да? И мы сейчас будем отрезать вот самый ближний кусочек, небольшой к себе, выбери какой-либо кусок и отрезай от него, да. То есть ты отрезаешь вот так, накалываешь небольшой кусок. Так, давай, еще, приложи усилий, хорошо, еще, окей. Теперь ты помнишь, ты не машешь рукой, крылом, а ты просто аккуратно отправляешь этот кусочек в рот. Да? И мы можем положить приборы именно таким образом в тарелку и продолжить общение. Какая есть ошибка? В том, что многие люди, когда общаются, они жестикулируют этими приборами. И да, мы сейчас с тобой вдвоем, да, нас не так много, но если, допустим, будет больше людей, и мы будем очень как-то эмоционально что-то рассказывать, мы можем и себя порезать, и кого-то там уколоть. В общем, мы очень опасны становимся. Давайте все-таки сохранять свою субординацию и контролировать наши движения и не размахивать приборами. То есть тебе не нужно на протяжении всей трапезы держать приборы в руках. Тебе достаточно отрезать, взять, съесть этот кусок и вот положить и продолжать общаться, и можно тогда жестикулировать, не опасаясь за чьи-то глаза. В процессе мы с тобой общаемся обо всем, хорошо? Как у тебя в школе сегодня дела? То есть ты отвечаешь на мои вопросы, не концентрируешься так плотно прямо на еде. Хорошо. А, например, что делать, если мы едим мясо и у нас застряло между зубами? Как пользоваться всем зубочисткой? на ум, наверное, сразу приходит зубочистка. Но я хочу сказать, что зубочисткой, как бы мы там не закрывались, не скрывали бы, это все очень неэлегантно и ужасно выглядит за столом. Поэтому все-таки лучше, если вы уж хотите воспользоваться зубочисткой, то воспользоваться ею в уборной. Так, ну, наш обед подходит к концу, и мы уже закончили. Сонечка, как нам показать официанту, что мы закончили, блюдо можно забрать? Положить вилку с ножом вот так. Да. То есть не нужно брать нож, нам просто достаточно всего лишь вилочку вот так переложить. Так, вот пришел наш счет, и спонсор программы Зайка Project. Мы оплачиваем счет и не забываем оставить официанту чаевые. Соня, ну слушай, ты молодчина, у тебя все замечательно получается. Самое важное, что у Сонечки на интуитивном уровне есть эти знания. Поэтому не забывай, пожалуйста, всегда себя контролировать, всегда следить за собой, даже если ты просто дома, хорошо?